Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. Это видео вторая часть к видео про заколки. В первой части мы с вами вязали вот такой вариант заколок, а в этом варианте разберем вот такой вариант обвязки. Я вам хочу показать в этом видео все-таки два варианта. Сначала разберем вот такой базовый минималистичный вариант. Это будет основа для вот такого варианта. Здесь весь принцип вы поймете. А уже в следующем варианте мы сделаем вышивку и сделаем вот такой ажурный край. Про все материалы и инструменты вы можете посмотреть в первой части видео про заколки. Подсказку оставляю в правом верхнем углу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, если вам понравится это видео, и оставляйте в комментариях ваше мнение о таких заколочках и самом видео. В этот раз я буду использовать два оттенка нити. Один у меня будет для основного полотна, для обвязки, и вторым я буду вышивать вот такие бусинки. Здесь можно заменить такую же нить на нить мулине и вышивать какие-то другие элементы. Например, ромашки будут очень красиво смотреться, или какие-нибудь листочки. Как вышивать ромашки и листочки, вы можете посмотреть у меня видео про корзину из джута с вышивкой. Там показано, как формировать ромашки, и можно их перенести, например, на заколку. Также можно декорировать какими-нибудь полосками, либо какие-то отдельные вязать детальки, накладывать их уже на саму заколку, делать ее более объемной такой, многослойной. В общем, здесь вот такой вариант, он позволяет очень-очень много разных вариаций испробовать для декорирования. Здесь мы будем обвязывать заколку следующим образом. Мы набираем количество воздушных петель, равное ширине самой высокой верхней части заколки. Просто по ходу вязания прикладывайте цепочку и смотрите, когда вам необходимо остановиться. И далее провязываем поворотными рядами, столбиками без накида, такую длинную полосочку, которая будет равна длине вашей заколки. При этом мы будем прокладывать вот сюда, в самый верх под основание верхнее, затем накладывать наверх полностью, и затем вот сюда еще у нас будет такой загиб, чтобы перекрыть вот эту вот всю часть. И вот такая длинная полосочка у нас будет вот таким элементом заколки. Набираю я для своей заколки 5 воздушных петель. Если у вас заколка поменьше, можно 4 набрать. Если побольше, то больше воздушных петель. Можно вот сейчас приложить заколку и посмотреть. Все, отлично. Нам не нужно, чтобы оно прям сильно плотненько лежало. Хорошо, когда есть свободное место еще. Все, и провязываю поворотными рядами, столбиками без накида, по 5 столбиков в каждом ряду. И параллельно буду прикладывать. Просто сейчас вяжите полосочку. Так, я провязала 10 рядов, можно сейчас примерить. Расстегиваем заколку и смотрите, вот подвигаем вот сюда, закрываем и смотрим. Вот еще ряда 2 мы провяжем для того, чтобы перейти на внешнюю сторону заколочки. То есть еще 2 ряда, всего 12 будет. И потом еще 12 провяжем, чтобы дойти до вот этой верхней части. А здесь уже тоже можно просчитать, сколько у нас примерно нужно будет рядов. Так вот ставим. 6 рядов будет достаточно на шляпку. То есть я провязываю еще 2 ряда на одну сторону, это 12, плюс 12 вот до сюда. И еще 6 на вот этот перегиб, чтобы перекрыть верхнюю шляпку. Итого получится 30 рядов. Так, я довязала 12 рядов. И смотрите, можно вот так вот уже надеть на заколочку вот эту готовую деталь. И просто дальше продолжать вязать, чтобы уже точно знать, где вам остановиться.
Я буду придерживаться этих расчетов и провяжу еще 18 рядов, всего 30 рядов. Итак, я провязала 30 рядов. Сейчас примерю все. Если у вас здесь получилось слишком много, либо слишком мало, то убирайте или прибавляйте ряды, но придерживайтесь четного количества, чтобы было, да? Сейчас давайте вот этот хвостик, как обычно, от начала цепочки я вот так вот распускаю. И с помощью иголочки уведу его между столбиков. Забыла это сделать при вязании второго ряда, надо было вязать. И далее накладываем следующим образом эту часть на заколку, так, чтобы у нас с левой стороны была рабочая петля. Пропускаем низ под низ, закрываем, выравниваем, чтобы все было ровно, и накладываем на заколку. Здесь у нас на шляпку верхнюю 6 рядов отведено. И вот так вот накладываем так, чтобы это было, да, четко 3 ряда сзади и 3 ряда спереди. И сейчас будем сшивать вот эти два края столбиками без накида. Вот наша рабочая петля. Мы ее должны вывести в противоположный, да, на шляпке в первый ряд. То есть это из последнего выходит, мы в первый ряд выводим. Вот наш первый ряд для шляпки. Заводим в крайний столбик, захватываем рабочую петлю и провязываем здесь столбик без накида. Далее переходим на сшивание вот этой уже нижней части. Здесь у меня 12 рядов на одной и 12 на другой, то есть 12 столбиков должно быть. И проходим в крайний столбик первого ряда и вот здесь тоже в крайний столбик последнего ряда. Провязываем столбик без накида. Следующий ряд и противоположный следующий ряд. Крайние столбики. Все, и вот так вот попарно сшиваем. Далее идем также столбиками без накида. Вот здесь по вот этому же стыку последнего, да, и первого ряда, то есть провязываем вот сюда, в эту же точку, еще один столбик, раз, дальше в следующую точку, 2, 3, 4 и 5. И далее переходим на сшивание противоположной части. Сюда же в эту же точку сшиваем первые и последние ряды. Раз, дальше второй, 2. И так далее двигаемся до конца, да, и потом переходим на сшивание шляпки. 11 и последняя петля и 12. И далее сшиваем верхнюю шляпку, и здесь 3 столбика у нас. Раз, 2 и 3. И далее проходим здесь так же, как и внизу, в эту же точку. Раз, дальше в следующую, 2, следующую, 3, 4 и 5. И далее переходим на сшивание той стороны. Здесь у нас один столбик уже был, то есть нам остается 2 провязать в эту же точку. Раз и последние 2. Все, и делаем имитацию верхней горизонтали. Обрезаем нить,
Заводим крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную, захватываем рабочую нить. Так, здесь перейду на иглу и возвращаю нить туда же, откуда она выходила, да, вот в эту петлю, и также через заднюю примочку. И увожу между столбиков. Далее давайте разберем, как сделать вот такую вышивку и ажурный край. Перед тем, как сшить деталь, мы примеряем на заколку, определяем, где у нас лицевая сторона, и снимаем с заколки. И вот на этой части я буду делать вышивку. Беру небольшой отрезок нити контрастного цвета, ввожу ее в иглу и на длинном хвостике делаю узелок. И далее в произвольном порядке буду вышивать вот такие бусинки. Прохожу в любую точку с изнанки на лицевую, полностью вывожу нить. Далее нить располагаю слева, иглу справа, и на иглу наматываю нить 3 раза. 1, 2, 3. Придерживаю и ввожу иглу рядом с той точкой, откуда у меня выходила нить. Здесь вот держу за ниточку и увожу на изнанку. Готова первая бусинка. Далее прохожу в следующую точку, например, вот сюда, полностью вывожу нить, располагаю иглу справа, нить слева и делаю 3 накида на иглу нитью, придерживаю и прохожу в ближайшую точку, откуда выходит нить. Но не в ту же, потому что у вас ниточка уйдет наизнанку. Придерживаю здесь нить и вытягиваю нить наизнанку. И вот таким образом вышиваю в произвольном порядке. Все, и после того, как примерили, поняли, что на этом можно закончить, с изнаночной стороны делаем узелок. Немножко еще уведем нить и обрезаем. И далее приступаем к сшиванию. Делаем все практически точно так же, как и в первом варианте. У нас рабочая петля слева. Вот мой первый ряд. Набрасываю рабочую петлю. Протягиваю через первый столбик и провязываю столбик без накида. И далее сейчас мы так же, как и в первом варианте, будем провязывать, соединяя попарно, да, каждый ряд. Но здесь мы будем между столбиками делать 3 воздушные петли. 3. И вот проходим следующую пару. Столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. Следующую пару проходим. Столбик без накида. 3 воздушные петли. И следующая пара, столбик без накида. И вот таким образом мы провязываем по кругу. И когда провязали последний столбик, также делаем 3 воздушные петли, обрезаем нить и делаем имитацию верхней горизонтальной петли. Проходим в арку из воздушных петель, захватываем рабочую нить, выводим назад
И через эту же последнюю петлю выводим кончик, подтягиваем. И вот такой край получается. Если хотите менее вот такой волнистый, то делайте 2 воздушные петли между столбиками. Если больше, да, чтобы она более ажурная была, то можно сделать и 4 воздушные петли. Все, ниточку вводим с помощью иголки между столбиков. Ну что ж, на этом все. Я очень надеюсь, что было интересно, доступно, понятно. Если это так, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Оставляйте в комментариях, какой вариант заколки вам нравится больше, с цветочком, с вышивкой или вот такой обычно минималистичный. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр и до новых видео. Пока-пока!